Ребят, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, и я приглашаю всех любителей Таро на очередной обзор новинки этого года Таро котов от французского издательства Editions Quest France. Вот указание этого издательства. Итак, для кого будет полезен этот обзор? Всегда я вообще свои обзоры делаю для того, чтобы вы могли избежать фатальных ошибок в покупке того либо иного инструмента, или же наоборот, взять себе на заметку и пополнить свою коллекцию достойными вещами. В этом случае могу сказать, забегая наперед, это будет ожидание и реальность, которые абсолютно не совпадут. Эту колоду я увидела на сайте Etsy, так как это была новинка года. Не знаю, почему-то у меня очень давно не было колод с животными. Я как-то отошла, переросла эту тематику. Но так как я сама по себе кошатница, мне прям дико захотелось. Ну ок. Итак, купила. Теперь давайте буду по входу, по факту рассказывать свои, скажем так, восторженные отзывы и замечания по этому инструменту. Сама упаковка выше всяческих похвал. Сделана добротно, как классная книга, которая вот на магнитном ключе и которая открывается. То есть это действительно, знаете, как подарочное издание, которое можно было бы не стыдно подарить. Но есть одно но. После этого обзора, я уверена на 1000%, вы ее не купите. Итак, рекомендованная цена, как мы видим, почти 15 евро для того, чтобы приобрести данный инструмент. Открываем эту колоду. Внутри все очень красиво, все очень достойно. Шикарный мануал. С него я начну, а потом вернусь к самим картам. Итак, потрясающая полиграфия. Двусторонняя здесь, видите, такая глянцевая бумага. То есть приятно взять в руки, испытываешь истинное наслаждение. Здесь авторы рассказывают о себе. Значит, авторы у нас, как мы видим, Селин Гийом и Северин Пино. Северин Пино рассказывал о том, что в молодости увлекался изучением марсельского таро, потом это как-то забросил, потому что понимает, что тем самым может влиять на судьбу людей. Но по прошествии времени его попросила его подруга Селин Гийом, чтобы они создали этот инструмент. И, соответственно, она прописывала мануал к этой колоде, он изображал визуальный ряд, рисовал котов. Здесь, как мы видим, все они прописывают о котах, о том, что это воплощение богини Бастет, о том, что это, в принципе, в Китае как божественное такое животное, которому все поклоняются, как символ мудрости, долголетия и связи с потусторонними силами. То есть такой краткий там рассказ о этих животных потрясающих. И, в принципе, как работать с колодой, с чего начать. Есть вещи, многие с которыми я не согласна. Это мое мнение субъективное, безусловно, оно может разниться с вашим. Автор здесь делает акцент на том, чтобы перед тем, как начать работать с колодой, вы должны ее очистить от энергетики, нужно бахнуть кулаком по колоде, там еще ряд манипуляций. Я скажу честно, ребят, ничего из этого я не делаю. Но это личное дело каждого практика, каждого из вас, как вы начинаете свое взаимодействие с колодой, как вы с ней работаете в принципе. Далее идут расклады, которые автор рекомендует использовать в повседневной жизни. Трехкарточный расклад, прошлое, настоящее, будущее. Не знаю, актуален для кого-то он для вас или нет. Далее, такие, видите, базовые расклады. Это в основном, я бы даже сказала, для начинающих тарологов. И идет галерея этой колоды. Значит, колода состоит только из 22 старших арканов. Почему брала именно ее? Очень часто, особенно в годовых раскладах, нужна колода из 22 арканов. Вы скажете, так ты можешь взять и выбрать из любой. Безусловно. Но вот у меня есть золотое таро Висконти Сфорца из 22 арканов. Оно прям потрясающее. Там такая идет энергетика, знаете, как целостность этой колоды как таковая. Поэтому хотела себе в коллекцию что-то подобного плана. Итак, что мне нравится? Значит, смотрите, у нас идет описание аркана маг, естественно, прописан символизм, значение и фактически трактовка этой карты по, как мы видим, личной жизни, работа, финансы, вопросы здоровья. Идет рекомендация, и как вы можете усилить свою судьбу, используя данный аркан.
Напомню, что система марсельского таро, поэтому не удивляйтесь, нумерация действительно начинается у нас с мага и завершается шутом. То есть вот прекрасная полиграфия, прописан каждый аркан, то есть здесь никаких нареканий нет. Это просто, знаете, восприятие каждого из вас. Заходят вам коты или не заходят, то есть нравится вам таковая подача. Сейчас, конечно же, мы посмотрим с вами еще визуальный ряд колоды, да, саму галерею карт. Ну, по книге никаких вопросов нет. Смотрим далее. Упаковка. Я всегда очень бережно отношусь к картам, и не потому, что здесь какие-то мои придирки, но колода ко мне пришла уже в таком формате. Здесь была порвана, видимо, когда складывали упаковку, здесь тоже. По сути, для меня это не критично, да, но, допустим, если вы кому-то дарите на подарок, уже неприятно. Ну, бог с ним. Хорошо, извлекаем карты, и вот здесь начинается полный трэш-контент. Итак, 22 старших аркана. Я не знаю, насколько передают видео, постараюсь максимально близко. Ужасная вырубка карт, просто катастрофически ужасная. Все везде кашлатится. Ну, это трэш. Карты неровные. Ой, ребят, это оставляет желать лучшего. При том, что с колодой я еще не работала, никаким образом не взаимодействовала. Видите уже, сколько мелкой вот этой вот от бумаги такой сыпется. Это даже ворсой не могу назвать. Ну, то есть осыпается бумага. Вы меня простите, но 22 старших аркана за 15 евро можно было бы сделать шикарного качества. Здесь это даже не могу назвать порнографией. Да простят меня авторы и издательства, но это такой бред, который я не порекомендую никому. Сама рубашка, в принципе, неплохая, несмотря на то, что односторонняя, но тем не менее имеет место быть. Но очень тонкие карты, тонкий картон. Может, на видео это не видно, карты этого не передают, но это действительно... Ну вот знаете, масс-маркет за 2 рубля. По цветопередаче. Хотя и двусторонняя матовая ламинация. Ну вот это мне напоминает колоды, которые я покупала еще в далекой молодости, будучи студенткой, по 100 гривен. Сейчас уже и цен таких нет. Но тогда это только, знаете, как начиналось. Тогда это только-только типографии стали издавать подобного рода карты. Это трэш. Такого плохого качества карт я не видела давно. 22 аркана. То есть должно быть, во-первых, качество карт, которое изумляет, но не оставляет желать лучшего. Прорисовку мы сейчас, безусловно, посмотрим. Да, карты легко ложатся в руку. Я тут ничего не могу сказать. То есть это стандартный размер, даже более того, они более узкие, более вытянутые. Не знаю, насколько хорошо вам это видно, но вот сейчас сопоставлю с обычным размером. Видите, они более узкие. Стандартный размер идет более широкий. Ну, то есть под марсельскую тематику. Да, визуальный ряд здесь полностью такой же, как в марсельском таро, только персонажи у нас заменены на котов. Но когда меня спросят, посоветую ли я приобрести эту колоду, это нет, нет и еще раз нет. Скажу честно, ожидала чего-то более весомого. Ну, я считаю, что 22 аркана можно было проработать, сделать с какой-то позолотой. Или добавить, по крайней мере, золотой срез картам. То есть сделать их более презентабельно. Да хотя бы с нормальной вырубкой, чтобы это не кошлатилось, не осыпалось ничего. Может, это мое предвзятое отношение, не знаю, но я здесь несколько разочарована. То есть, ну, слава богу, что никому не подарила и не купила на подарок таковую вещь. Поэтому здесь, если вы кому-то делаете презент, всегда лучше, знаете, посмотрите обзор какой-то колоды у кого-то из практиков, потому что можете повестись на обложку, а внутри, знаете, содержимое не особо вас порадует. И все, и знаете, как-то после этого вот нет желания работать
с этим инструментом. Кстати, обратите внимание, по марсельской системе у нас аркан сила идет на 11 месте, аркан правосудия на 8. Просто создается ощущение, что инструмент сделан, знаете, лишь бы быстрее сдать в тираж. Если не сказать грубее. Хотя я очень люблю котов, и у меня много колод с котами. Но вот это как раз вызвало разочарование, нежели восхищение. Не знаю, может, это, повторюсь, мое предвзятое отношение ко всему этому, но как-то так. Очень нравится здесь аркан Солнца. Наверное, одна из самых любимых карт. Буду ли я с ней работать? Ну, конечно, в раскладах буду использовать. Хотя, говорю, впечатления уже здесь неоднозначные. Вот все 22 аркана. Тут дурак является, он же начало, он уже завершение, поэтому обратите внимание, смотрите, он здесь не пронумерован, потому что он одновременно и нулевой, и 22. Это, наверное, самый краткий обзор колоды, который я когда-либо снимала, потому что, скажу честно, здесь не о чем рассказать. Здесь можно сказать только о том, что я разочарована покупкой. Это, безусловно, мое личное восприятие, но факт остается фактом. Поэтому как-то так. Если она у вас есть в работе, напишите, как с вами взаимодействует, как работает, остались ли вы довольны качеством. Возможно, это у меня попалось, ну, знаете, как какой-то экземпляр, который не очень хорошего качества. У вас, возможно, все в порядке. Но вот это, ну, простите. Я понимаю, что они вложились в обложку в книгу. Основной это инструмент, это карты. Таких вещей быть не должно. Поэтому вот так. И здесь, видите, соответственно, тоже все было не совсем надлежащего качества. Поэтому данную колоду к приобретению я не рекомендую. Если вы уж хотите 22 старших аркана и вам нравится тематика Висконти Сфорца, лучше купите ту колоду. Эту пылится на полку. Я вас благодарю за внимание, с вами не прощаюсь и до новых видео. Надеюсь, данный эксперимент и данный обзор для вас был полезен.